Друзья, если у вас нет возможности читать научно-фантастический роман Джорджа Оруэлла 1984, смотрите это видео. Это очередная антиутопия. Написал роман Оруэлл в 1948 году. Эта книга во многом похожа на роман Евгения Замятина «Мы». Оруэлл немного переделал, и вуаля, на свет появился новый роман. События происходят в Лондоне в 1984 году. Друзья, роман состоит из 3 частей, поэтому я сделал 3 видоса для каждой части. Сейчас вы услышите пересказ первой части. Итак, дело было в апреле. 39-летний Уинстон Смит вошел в вестибюль своего дома. Напротив входа висел огромный плакат. На нем было лицо мужчины 45 лет с черными усами. Уинстон пошел не к лифту, а на лестницу, потому что днем электричество отключали из экономии. На каждом лестничном пролете висел плакат с лицом того чувака, и внизу была подпись «Старший брат смотрит на тебя». Эти плакаты вообще были расклеены по всему городу. Куда ни глянь, везде «Старший брат смотрит на тебя». Даже на монетах было лицо старшего брата, даже на марках, на сигаретных пачках, в общем, везде. Когда Уинстон вошел в квартиру, там работал телекран, то есть телевизор. Он все время работал. Телекран не выключался, можно было только сделать потише. Оттуда шел поток одной сплошной пропаганды. Вмонтированный в стену телекран работал и на прием сигнала. То есть он улавливал каждое слово того, кто находился в комнате, и показывал происходящее на видео. Никто, правда, не знал, смотрят ли на него в данный момент или нет. Полиция мыслей наблюдала избирательно, но все равно каждый думал, что именно за ним сейчас наблюдают, и вел себя сдержанно. Из окна было видно пирамидальное здание Министерства правды, в котором работал Уинстон. Это был Лондон, главный город взлетной полосы, 3-й по населению провинции государства Океания. На здании министерства были написаны 3 партийных лозунга. «Война – это мир», «Свобода – это рабство», «Незнание – сила». В городе было 4 министерства. Министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами. Министерство мира, ведавшее войной. Министерство любви, ведавшее охраной порядка. И Министерство изобилия, отвечавшее за экономику. Сокращенно Миниправ, Минимир, Минилюб и Минизо. Планировка квартиры позволяла сесть в таком месте, которое не было видно из телеэкрана. Уинстон там и сел, взял ручку и тетрадь. Он решил начать писать дневник. Это каралось смертной казнью или 25 годами каторжного лагеря. Уинстон написал 4 апреля 1984 года. Затем долго тупил, не знал, что писать дальше. И написал о вчерашнем дне. Ходил в кино, смотрел фильм. А потом вспомнил, что сегодня на работе обратил внимание на 2 персонажей. Девушка работала в отделе литературы. Уинстон не был с ней знаком. На вид ей было около 27. Уинстон сразу не взлюбил ее. За то, что, по его мнению, она была ярой фанаткой партии. И потому, что он ее хотел, но понимал, что она ему никогда не даст. Более того, Уинстон считал ее шпионкой, работающей в полиции мыслей. Вторым был парень О'Брайен, высокопоставленный партиец, здоровяк. Уинстону всегда казалось, что О'Брайен не такой уж ярый партиец. На работе была 2-минутка ненависти. Собирались люди и 2 минуты смотрели на телеэкран, где поливали говном какого-то чувака. На экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Когда-то очень давно Голдстейн был почти равным старшему брату, а потом стал на путь
контрреволюции был приговорен к смертной казни и таинственным образом исчез. Никто не знал, где он, откуда ведет свою подрывную деятельность. Голдстейн говорил о диктатуре старшего брата, требовал мира с Евразией, призывал к свободе слова, печати, мыслей. Полиция каждый день находила новых последователей Голдстейна. У заговорщиков даже была подпольная армия, какая-то главная книга, а их общество называлось «Братство». В конце двухминутки ненависти люди кричали, шумели, скандировали. Уинстон тоже скандировал, потому что так надо было. Иначе он бы вызвал подозрение. Уинстон встретился взглядом с О'Брайеном и понял, что тот скандирует по тем же причинам, что и он сам. Уинстон посмотрел на тетрадь. Пока он вспоминал сегодняшний день, он на автомате написал «Долой старшего брата». Уинстон подумал, что он совершил мыслепреступление, и за это его накажут. Ночью приедет полиция, его арестуют, и больше никто никогда о нем ничего не услышит. Кто-то постучал в дверь. «Блин, уже? Вот это скорость!» – подумал он. Уинстон открыл дверь. На пороге стояла соседка, миссис Парсонс. «Пожалуйста, помогите, у меня засорилась раковина. Если бы муж был дома, он бы сам прочистил». Труба была забита волосами. Уходя, Уинстон увидел детей миссис Парсонс. Они, играя, назвали Уинстона мыслепреступником и изменником. «Вот дебилы», – подумал Уинстон. Дело в том, что дети часто стучали на своих родителей, поэтому они были опасны. Лет 7 назад Уинстону приснилось, как он шел в какой-то комнате, и голос О'Брайена произнес: «Мы встретимся там, где нет темноты». Дома телекран рассказывал, что их войска одержали решающую победу в Южной Индии. Уинстон не мог припомнить времени, когда бы его страна не воевала. Воевали то с одними, то с другими. Причем никаких записей нигде нельзя было найти. Сейчас его Океания воевала с Евразией и была в союзе с Ост-Азией. Утром у себя в кабинете Уинстон приступил к работе. Что он делал? Он брал старую газету «Таймс», где старший брат определял планы на ближайшее будущее. Оказывалось, что эти планы не оправдывались. Тогда Уинстон должен был их подкорректировать, чтобы планы старшего брата сбывались, и никто бы не мог его в чем-то упрекнуть. Новую исправленную газету напечатают и заменят ее в архиве, а старую газету с неверным прогнозом сожгут. И такая работа проводилась не только с газетами, но и с журналами, книгами, плакатами, фотографиями, фильмами. Ежедневно прошлое подгонялось под настоящее. А еще всегда можно было придумать нового героя Отечества со своей биографией, с подвигами и с героической смертью. Человека никогда не было, а в истории он был, как Карл Великий или Юлий Цезарь. На обеде в столовой Уинстон общался с приятелем Саймом. Он был филологом, занимался новоязом, то есть новым языком, был идейным партийцем. «Над чем сейчас работаешь?» – спросил Уинстон. «Составляю новый словарь, уничтожаю старые слова, слишком их много стало. Вот, например, есть слово «голод», а есть «сытость». Зачем нужно второе слово? Пусть будет «голод» и «не голод». Этого хватит. Старший брат будет доволен. Задача новояза – сузить горизонты мысли. Скоро для мысли преступления не останется слов. Его и не будет, исчезнет. Тем временем с телеэкрана лился поток пропаганды. Жить стало лучше, жить стало веселее. Вот только Уинстон понимал, что норму продажи шоколада уменьшили с 30 грамм в неделю до 20, а лезвий для бритвы нигде не купить. Он посмотрел вокруг. Грязные стены, обшарпанные столы и стулья, гнутые ложки. И вдруг
Уинстон заметил, что на него смотрит та девушка, на которую он вчера обратил внимание. Та красивая, которая ему никогда не даст. «Что ей нужно?» – подумал Уинстон. «Шпионит за мной?» Когда-то Уинстон был женат. Партия разрешала только те браки, в которых у супругов не было страсти, чтобы они не получали от секса удовольствия. Родили новых детей для партии. Молодцы, натрахались, хватит вам секса. Уинстон разошелся с Кэтрин лет 10 назад. Вместе прожили чуть больше года. Она была тупой, как пробка. Жить с ней было невозможно. Надежду на спасение государства Уинстон видел в пролах. Пролы – это низшая каста Океании, которая составляла 85% от общего населения. Партия держала пролов в изоляции, как домашних животных. Работают на благо партии и хорошо, пусть работают. Пролы рождались, росли в грязи, в 12 лет начинали работать, в 20 лет женились, к 60 обычно умирали. Агенты полиции мыслей всегда были среди пролов. Опасных субъектов сразу устраняли. А у большинства пролов дома даже не было телекранов. Среди пролов были проститутки, торговцы наркотиками. В общем, партии было все равно, что там у них. Главное, чтобы они работали. В учебнике по истории Уинстон вычитал, что до революции людям жилось плохо. Капиталисты гнобили обычных людей. Они имели право заниматься сексом с любой работницей своей фабрики. Это могло быть правдой, а могло быть и ложью. И фиг его знает, как оно было на самом деле. Размышляя, Уинстон пришел к мысли, что О'Брайен не такой, как все. Ему даже можно доверить свой дневник. Уинстон пошел побродить по городу в тех местах, где жили пролы. Внезапно рядом взорвалась ракета и разрушила несколько домов. Никто особо не парился. Обычное явление. Взрывы, трупы. Уинстон обязан был носить синий комбинезон, и это выделяло его на фоне остальных. Причем, если бы его обнаружил патруль, его бы допросили, и это бы вызвало определенные подозрения. В общем, Уинстон рисковал. Он вошел в пивную, чтобы там познакомиться с каким-то стариком и расспросить его о прошлом. Телекрана в пивной не было. Уже хорошо. Уинстон угостил старика пивом и сел с ним пообщаться. «Расскажите, какой была жизнь до революции?» «Пиво было вкуснее и дешевле. Да и я был молодым, сильным. Поэтому мне то время нравилось больше». Уинстон вышел на улицу. Ничего полезного старик ему не сказал. Наверное, он никогда не узнает, как на самом деле жилось людям до революции. Он зашел в лавку старьевщика, у которого когда-то купил тетрадь и ручку. Хозяину лавки было 63 года. Уинстону понравился коралл, залитый в стекло, которому было около 100 лет, и он купил его. Когда-то это было пресс-папье. Уинстон вышел на улицу, где увидел девушку в синем комбинезоне, ту самую из отдела литературы. Она сделала вид, что не заметила его. Сомнений не осталось. Она шпионила за ним. Уинстон пошел домой писать дневник. Друзья, на этом первая часть романа заканчивается. Продолжение смотрите в следующем видосе.